Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем заниматься заменой левой опоры коробки передач на Ford Focus 2. В прошлом видео мы меняли правую опору, если вы помните, гидроопору вот эту вот, да? Вот она, кстати, немножко уже подсела. Так что, может, потом можно будет резинкой добавить. Ну, то, что мы хотели. Сейчас будем заниматься заменой левой опоры. Приобрел я не оригинал, а Лимфёрдер. Да? Вообще считается, что Лимфёрдер, что Хатчинсон идут как оригинал на конвейер, да, и замена оригинала хорошая, по крайней мере, раньше было хорошее. Сейчас посмотрим, да, вот, кому надо, можете посмотреть. В артикул, да, ну, написано Made in France, посмотрим. Вот такая опора, да, я купил с демпфером. Честно говоря, не знаю, нигде не нашел, как это бывает, да, затертой надписи Фумако, но может где-то вот здесь. Честно говоря, не видел. Так что не знаю, посмотрим. Иногда, говорит, в последнее время Лимфёрдер портится. Но поставим, посмотрим. На ноябрь 2020 года стоимость ее порядка 4900 рублей. Оригинал с демпфером, если брать, порядка, наверное, 8,5. То есть, ну, почти в 2 раза. Хатчинсона не было вообще в продаже. Маздовские еще были, да, но они без демпфера. Но там тоже порядка 7000, что ли. Поэтому решил попробовать, ну, понятно, не брать какой-то Китай. Вот взял Лимфёрдер, по крайней мере. Раньше это было хорошее запчасти, сейчас посмотрим. Итак, что мы будем делать? Первое, что нам необходимо, это мы снимем защиту картера и поддомкратим коробку передач, чтобы она не просела. Дальше снимем аккумулятор, будем снимать подложку аккумулятора, и потом будем снимать опору. Итак, приступим. Так, ну вот мы поддомкратили коробку, там где привод выходит, подняли и сняли аккумулятор. Теперь нам нужно открутить 3 болта крепления чехла аккумулятора, вот 2 и вот он 3. И нам должно открыться, где стоит опора. Так, будем снимать. Ну, так, вот мы сняли чехол, вот он. Я, кстати, нет, цеплял разъемы все, ну, которые вот здесь вот идут, да, блок. Вытащил аккуратненько, вот так, потянул и вытащил. Так, что мы видим, да? Вот наша опора, вот эта центральная гайка. Кстати, сейчас попрыгаем ВДшкой и откручивать, наверное, будем ее, какую-нибудь трубу, наверное, удлинитель рычага, потому что момент затяжки ее, а так как мы все болты будем затягивать, и затягивалось на заводе с определенным моментом затяжки, да, то он 148 ньютон на метр. То есть это, ну, прилично. Если для сравнения, колесные болты затягиваются с усилием 110 ньютон на метр. То есть это посильнее, чем колесные болты. То есть надо будет сорвать. Ну, сейчас сначала попшикаем. Но пока она будет разъедать, да, вот нам будет открутить вот этот кронштейн, который закрывает нашу опору, да, заодно является кронштейном, вот стоит фильтр наш. И 2 болта, вот 2 гайки, вот они крепятся. Сначала их снимем, потом откроются 2 остальные гайки. Сейчас крутим эти 2 гайки. У них, кстати, момент затяжки центрального 148, я сказал, у них 48 ньютон на метр. Сейчас их снимем вот этот кронштейн, и уже откроется наша опора. Итак, мы открутили. Вот наш кронштейн. 4, как я и сказал, 4 гайки. 1, 2, 3, 4. Они на 15.
усилие затяжения 48 ньютон-метров. Ну вот мы сняли нашу опору. Вот наш кронштейн, да, коробки передач, где он прикручен. Вот болт, кстати, на болту присутствует фиксатор резьбы, да, вот синий. Но самое интересное, что мне не надо было удлинитель делать. То есть я приложил обычную трещотку и открутил. По ощущениям там не было 148 ньютон-метр. Честно говоря, не знаю. Может быть, конечно, это не оригинал. Но я вот, видите, у меня 0207, не знаю, что это такое, честно говоря. Но Фомако нигде не видел. Вот 0207, возможно, 7-го года машина. Возможно, это и было на заводе шла. Честно говоря, не знаю. По состоянию. Ну, да, вот видите. Разрыв. Вот он, да, слева. Так она еще, конечно, более или менее, судя по резинке, да, такая живехонькая. То есть, ну, вообще говорят, что ходят они довольно долго. То есть сама резина со временем только может износиться. Но если учитывать, если вдруг родная, машине 14 лет, ну, надо заменить. Так, будем сейчас ставить в обратном порядке. Ну и поставим, естественно, болт на фиксатор резьбы и затянем. Ну, у меня ключ динамометрический максимально 114 ньютон-метр. Затяну максималку, а потом еще докручу руками. Да? Ну, естественно, промажем фиксатором резьбы. Довольно легко открутился. Почему я говорю, что, может быть, либо на заводе не затянули, либо уже меняли. Так, ну, будем ставить. Нет, все-таки нашел я Фомако. Вот, не знаю, видно. Вот, видите? Ford Motor Company. Ну, то есть, это еще родная. Почему это родная? Ну, как я уже сказал, да, качество более-менее, честно говоря, думал ожидать хуже. Ну, видимо, у меня правая принимала основную нагрузку. Ну, все, будем ставить. Так, ну вот мы прикрутили центральный болт. Пришлось крутить на трубочку, когда усилитель, то есть там отщелкнул у меня динамометрически на 114 ньютон-метр. И еще затягивал. Теперь аккуратненько опускаем, да, смотрим, чтобы вот шпильки попали ровно в отверстие. Ну, чтобы села опора на лонжерон. Ну, а домкрат аккуратно ослабляем. И она садится, да, когда она сядет, в принципе, она уже будет здесь затянута. Лежать на опоре, можно домкрат будет убирать. Ну вот, мы опустили домкрат. Вот, сели наша опора на шпильке. Сейчас закрутим эти две. Потом поставим кронштейн. Вот этот наш, да? Крепление аккумулятора и фильтра воздушного. И прикрутим остальные две. Ну и будем уже собирать в обратной последовательности. Ну вот, в общем, все, что я хотел вам рассказать. Поставили мы на место аккумулятор, площадку закрутили. Вот такое видео про замену левой опоры коробки передач. Всем спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Счастливо.